Кстати, в нашем городе таких людей оказалось очень много. 345 тысяч малых и средних компаний. Это почти 64 предприятия на 1000 человек. Между прочим, самый высокий показатель в стране. Для сравнения, в Москве на 1000 жителей 57 компаний. Приятно произносить такие цифры, особенно после пандемии, которая многих предпринимателей, увы, не пощадила. И вот именно с такими, с теми, кто удержался на плаву, встречается каждую неделю мой коллега Аркадий Шароградский. Сегодня мы в гостях у Вальтера Денца. 30 лет назад Вальтер организовал в Петербурге школу языков. Потом у этой школы появились филиалы в Москве, Риге и Иркутске. И ежегодно здесь обучалось 2500 студентов, многие из которых иностранцы, изучавшие русский язык здесь у нас в России. Понятно, что пандемия очень сильно осложнила этот бизнес. Вальтер Денц, 55 лет, настоящий швейцарец, родом из Цюриха. С 1992 года ведет бизнес в России. Помимо языковой школы владеет туристическим бюро, которое специализируется на поездках в Швейцарию. Участвует в развитии немецкой средней школы в Петербурге, где по европейской программе учатся дети экспатов и россиян, в том числе 3 детей самого Вальтера и его жены Натальи. Вальтер, здравствуйте. И учитывая обстоятельства, которые я перечислил, то, что у вас были студенты-иностранцы, они не могут приехать в Россию, как вам удается переживать пандемию? Мы достаточно быстро создали портал для онлайн-обучения. И, конечно, те иностранцы, которые не могли переехать к нам в Россию, они просто вынуждены были учиться онлайн. И это работало лучше, чем я думал. Но учитывая, что у вас достаточно большая школа в центре Петербурга, вам удается хотя бы ее окупать? Мы входим более-менее в ноль, мы в ноль выходим. Я, конечно, сейчас оклад не получаю, но опять же, раньше хорошо заработал, это сейчас не принципиально. Но мы не в минусе. Вам пришлось сокращать персонал? Для нас это была бы катастрофа, потому что эта пандемия когда-нибудь заканчивается, и потом откуда я беру эти кадры. То есть спасти кадры, это, конечно, было для нас один из важнейших заданий. Как вы рассчитываете, когда вы выйдете на уровень, который был до пандемии? Для начала, конечно, мы ждем открытия границ. И нам нужно именно открытие границ с Евросоюзом, с шенгенским пространством. Это первое. И потом, я думаю, там где-то полгода надо будет, потому что мы тоже не знаем, в каком состоянии находятся наши партнеры там, То есть пандемия ударила не только нас здесь, там еще больше, Имеют ли, скажем, итальянские школьники, которые приехали к нам учить русский язык, имеют там родители, еще работа, имеют возможность, финансовую возможность приехать сюда? Это мы, конечно, сейчас рано говорить об этом, мы просто не знаем. И все-таки пандемия, она трансформировала ваш бизнес? Однозначно, любой кризис – это шанс, это вызов, и, конечно, например, онлайн уже никуда не уходит. Будет гибридный формат, безусловно, но как эта новая нормальность отличается сильно от того, что мы имеем. Мы придумали конкретно программу вместе с нашими британскими партнерами, подготовительный факультет, который раньше проходил в Великобритании, сейчас мы перенесли сюда, в Россию, в Петербурге. Первый год в Британском университете просто будем проводить здесь.